Друзья, всем привет! Как у вас дела? У нас сегодня очень солнечная, красивая погода на улице. Солнечный сентябрь, просто невероятно красиво, но очень холодно. На улице всего лишь плюс 12 градусов. Все кошки забежали в дом, сидят, греются дома. И я хотела записывать это видео на улице, но, к сожалению, там очень холодно, я не смогла сидеть там. В общем, я записываю это видео для вас из дома. Сегодня я буду рассказывать вам о том, что же я сделала за год в своем деревенском доме. Вы знаете, очень много всего произошло за этот год, очень много всего просто, что я сидела, даже вспоминала, я даже включила видео свое самое первое. Я посмотрела этот свой первый видеоролик, меня захлестнула ностальгия, я очень много всего вспомнила, как я вообще все начинала. Друзья, поставлю здесь вам кусочек этого видео, этого первого видеоролика, чтобы вы заценили атмосферу моего первого приезда в этот дом, когда я впервые приехала в него уже как хозяйка. И первую ночь я в этот день ночевала там. В общем, вот вам небольшой кусочек моей ностальгии. Every night when I walk past the station, I wonder if I should just go and get out of this town and just face it. If you're not here, this isn't home. It's a lonely city and the neon's bright, and you're not with me to shine your light. The skyline's Всем привет, меня зовут Наталья, и я купила домик в деревне. Сейчас буду показывать его, все рассказывать. Я вот только-только приехала. Дом я видела всего лишь 2 раза до покупки и после покупки, когда мне бывшая хозяйка отдавала ключи. Вот такой он большой. Здесь кухня, вот здесь окно. Сейчас я покажу, что там внутри. Хочу заснять тот момент, когда я только-только приехала вот в это место, и здесь еще ничего не благоустроено, так заброшено. И мне хочется показать, как тут все было, да, чтобы потом снять до и после. Вот смотрите, здесь голубка сидит на крыше. Сидит такая интересная, наблюдает, головой крутит. Вот. И сейчас мы с вами зайдем в дом, и я все покажу, расскажу, что внутри, что нужно ремонтировать. Вот здесь сразу вход в веранду такой. Конечно же, все нужно благоустраивать. Вот это вот сарайка. Вот это входная дверь. Вот она такая металлическая. Здесь нужно будет ручку приварить. Здесь замок такой хороший. И дальше деревянная дверь. Мы заходим сразу в кухню. Здесь очень прохладно. Вот такой подтопок здесь. Небольшая маленькая печка. Внутри нее находится котел. И этот котел нагревает воду, которая идет по трубам по всему дому. То есть вот видите, здесь вот трубы. Вот по всему дому они идут. Вода течет, и вот в котле нагревается в печке вода, и она обогревает дом, получается. Но скоро нам уже ведут газ. Уже рабочие подкопали, скажем так, трубу газовую, и скоро будет у нас газифицирован дом. Здесь большой зал основной. Здесь русская печь стоит, конечно же, я так давно о ней мечтала. Я специально искала дома вот с такой лежанкой, чтобы была печь, чтобы можно было зимой греться. Вот здесь она топится. Вот туда труба идет. Здесь окно в сад. Сад огромный просто, 38 соток. И к чему в итоге пришла? Вот сегодня я вам расскажу, что же я успела сделать в своем деревенском доме за этот год. Я даже написала для себя небольшую маленькую шпаргалочку, чтобы не забыть все.
Вот, периодически буду заглядывать в телефон. Сразу хочу сказать, что для кого-то, возможно, эти изменения, которые произошли здесь за год со мной, да, с моим домом, для кого-то, может быть, могут быть незначительными, но прошу вас, пожалуйста, учитывать, что все это я делала одна. Я, знаете, так немножко подумала, и оказалось, что даже немногим семейным парам под силу вот столько всего сделать за год, сколько я сделала сама, одна здесь, с помощью наемных мастеров. Но для кого-то, конечно, мне кажется, это будет каким-то незначительным, наверное, может быть, не знаю. Но я хочу сказать, что как я это воспринимаю, да, для меня это достаточно внушительные изменения. Достаточно много всего я сделала за этот год, и далось это в некоторых моментах мне не совсем легко, я хочу сказать. Также хочу сказать, что я не помню стоимость всех работ, которые мне здесь делали мастера, я не помню стоимость техники, мебели и так далее. Какие-то там инструменты я покупала, массу всего, там краску, не краску, в общем, много всего я покупала, и стоимости всего я не помню сейчас досконально, поэтому если вы хотите примерно прикинуть цену, во что мне все это обошлось, да, можете просто зайти на Авито, посмотреть стоимость работ каких-то определенных мастеров, там сантехников, электриков, газовщиков, кто там еще есть. Всех строителей можете посмотреть стоимость работ и прикинуть, во сколько мне все это обошлось. Да? Можете посмотреть, зайти на Авито, на Wildberries, на Озон, в мебельные магазины можете зайти, посмотреть примерно, сколько стоит. Сразу скажу, что под изменениями, которые произошли за год здесь, в моем доме, я подразумеваю больше всего работу с какими-то коммуникациями, вот, нежели какой-то косметический ремонт, да, потому что, мне кажется, люди сейчас ожидают, что вот было до, что стало после, какую-то красивую картинку хотят увидеть, да. Обывателю привычнее посмотреть, как было плохо все, как было грязно, засорено, и как человек там сделал ремонт, и вдруг все стало красиво. Здесь вот такого контраста не будет, но, однако, изменения есть, они глобальные, и, может быть, их не видно косметически, да, вот я не особо занималась ремонтом, где-то кое-как что-то, конечно, сделала косметически, но, тем не менее, в основном за этот год я занималась коммуникациями, электричеством, отоплением, водоразведением. Друзья, забегая вперед, немножко расскажу вкратце, о чем я здесь буду рассказывать, о каких изменениях. Здесь вот у меня есть списочек. Я сначала перечислю, о чем я буду рассказывать, да, а потом уже я более подробно раскрою, как, что было, когда. Так, значит, что у меня произошло за этот год на кухне. Значит, я купила новую газовую плиту, я установила стиральную машинку. Что еще? Жалюзи на кухню повесила. Жалюзи такие временные пока. Кухонный стол у меня новый появился. Кресло офисное я купила. Мне удобно за кухонным столом иногда работать, поэтому я там сижу иногда в офисном кресле. Значит, также я установила новую раковину и новый смеситель на кухне. Старая была очень уже вся хлипкая, в кране очень плохо текла вода, все было поломано, переломано, сифон был очень неисправный. Вот, поэтому я приобрела новую раковину и смеситель. Сейчас я вам подробно о них расскажу. В общем, в итоге я приобрела вот такую вот комфортную мойку от компании Milano. Это отечественный производитель, она очень глубокая, вместительная. Она предназначена для встраивания в кухонный гарнитур, которого у меня пока еще нет. Но на первое время я ее пока прикрепила к стене. Также мне очень понравилось то, что у этой мойки есть шумоизоляция, никогда ничего не гремит, когда моешь посуду. И у нее поверхность сатин, это очень хорошо, потому что она прекрасно моется. В комплекте к мойке идет накладной коландр. Также мне понравился смеситель от компании Milano. У него очень удобный рычаг для смешивания горячей и холодной воды. Также в этом смесителе есть дополнительный рычаг для фильтра. Фильтра у меня пока еще нет, но в будущем я планирую его тоже поставить, поэтому этот рычаг мне очень пригодится. Также у этого смесителя мне очень понравился длинный гибкий излив. У него такая матовая, смотрите, поверхность, на ней не остается никогда разводов.
пятен никаких, это очень комфортно, эстетично все смотрится. Таким длинным изливом очень удобно мыть посуду, овощи и также саму мойку очень удобно мыть им. У него есть вот такой вот комфортный держатель. В общем, я очень довольна этим смесителем. И самой мойкой мыть посуду — это теперь одно большое удовольствие. Также мне понравился накладной колландр, который идет в комплекте с этой мойкой. Это такая удобная штука, в которой можно складывать помытую посуду, помытые овощи, чтобы они стекали. В общем, это невероятно комфортно. Если кому-то понравился этот смеситель и эта мойка, я оставлю ссылку под этим видео и в закрепленном комментарии. Проходите, покупайте. Так, следующие изменения, которые у меня произошли в ванной. В ванной я повесила новый бойлер, установила новый унитаз. Там еще предстоят работы мне, но об этом я не буду пока говорить, пока там что-то не сделаю. Это будет пока в секрете. Дальше идем. Спальня. В спальне я покрасила спальню в белый цвет, правда, краски не хватило, и я буду этой зимой ее докрашивать. Я повесила шторы в спальне, я повесила полку над кроватью в спальне. Так, я купила новый комодик. Вот он, здесь вы уже его видите. Это комод для вещей в спальне, мелких таких. Также я в спальню постелила новый линолеум. Так, значит, также я купила шкаф для одежды, когда заехала в этот дом. У меня теперь есть также новый диван, на котором ночует мама с племянником, когда приезжают ко мне в гости. И вообще, когда приезжают все гости, они ночуют на этом диване. Значит, также у меня появилась межкомнатная дверь, наконец-то, которая закрывает холодную комнату от основной части дома. И зимой мне теперь будет очень комфортно. Так, на участке я отремонтировала забор кое-где поставила новый из сетки рабицы. Вот, забор был достаточно в таком убитом состоянии, сейчас он более-менее нормальный. Где-то его подремонтировала, где-то поставила что-то новое. Вот, забор починен. Что еще? Я установила новый замок на дверь. Я покрасила дверь в белый цвет входную, хотя со временем я все-таки планирую эту дверь поменять. У меня теперь также есть новое крыльцо, которое меня неимоверно радует. Это, знаете, даже можно назвать не крыльцо, а как терраса небольшая, маленькая, да, на входе в дом. И она с таким вот пандусом очень удобным. Короче, я очень рада этому крыльцу, я вам подробнее о нем потом расскажу. Так, что у меня произошло еще в коммуникациях? Что же изменилось, да? Самое главное, что я сделала за этот год, друзья, я провела газ в дом наконец-то. У меня теперь газовое отопление. Раньше было печное. Это было очень-очень сложно. Об этом я подробнее вам расскажу дальше. Теперь у меня газовое отопление. Также я переделала кое-что в отопительной системе. Подробнее об этом расскажу дальше в этом видео. Также я кое-что переделала в электричестве, в электроснабжении дома. Тоже об этом я вам расскажу чуть попозже. Я также разбила небольшой огородик на участке. Я сделала 3 высоких грядки. В этом году меня порадовали эти грядки приличным урожаем, который я ем до сих пор. Уже конец сентября, на минуточку, у меня до сих пор растут огурцы и помидоры в открытом грунте, на высоких грядках, представляете? На особенных высоких грядках. О них я вам расскажу чуть позже. Также я на участке весной спилила очень много деревьев плодовых, которые, к сожалению, уже были мертвыми, сухими. Я, знаете, я пыталась посчитать пеньки, сколько же деревьев было спилено, но, к сожалению, сбилась со счету. Поэтому, к сожалению, не могу сказать, сколько точно было спилено деревьев, но их было спилено очень много. И об этом я вам расскажу тоже чуть попозже. Вот это такой краткий дайджест того, что будет в этом видео, о чем я буду вам рассказывать. Да. У меня были определенные планы на изменения в этом доме, но никак не планировала я делать ремонт косметический, поэтому косметического ремонта вы здесь не увидите. Но он будет, там чуть-чуть что-то я покажу, что я сделала. Больше я буду рассказывать о коммуникациях здесь, да, потому что именно коммуникациями я занималась в этот год. Друзья, в деревенском доме коммуникации – это комфорт. Отопление, водоснабжение, водоразведение, электричество
вот, я занималась своим комфортом, потому что, прожив зиму здесь, я поняла, насколько это очень важно. Это гораздо важнее какого-либо ремонта. Поэтому я занималась в этот год коммуникациями. В общем, как только я заехала в дом, первое, что я сделала, я установила интернет. Первый мой приезд в этот деревенский дом был в выходные, и я запланировала на эти выходные установку интернета. Что я сделала? Значит, поскольку это сельская местность, здесь нету оптоволокна, нету интернета оптоволоконного, как это в городе бывает, да. Что я сделала? Я просто установила антенну на конек дома. Эта антенна улавливает сигнал от ближайшей вышки и, усиливая этот сигнал, передает этот сигнал на роутер. И в итоге получается интернет такой же по скорости и качеству, как оптоволоконный. Вот. Вышка, слава богу, от нашего села стоит совсем недалеко, поэтому интернет просто прекрасный, и поэтому я была просто безумно счастлива, потому что я работаю удаленно, для меня интернет – это очень важно. К тому же я не смотрю телевизор. Когда я заехала в дом, на доме висела антенна телевизионная, и я ее тут же сняла, потому что она совсем мне была не нужна. Дальше первое, чем я занялась, я вызвала печника, который почистил трубы у всех печей дымоходные. Также я нашла электрика, который начал делать проводку в доме, то есть менять розетки. Было очень много розеток, знаете, такого не совсем хорошего качества, стареньких. Вся проводка в доме была не самого лучшего качества, не очень хорошо сделана, поэтому где-то что-то электрик наемный, да, мне обновил в электрике. Он посмотрел все электроузлы, обезопасил там все оголенные провода, все сделал так, чтобы было максимально безопасно по электричеству. Также у меня в ванной комнате стоял старый бойлер, который нагревал воду, вот, и он был настолько старый, там прогнивший, проржавевший, что бил током. Это было очень страшно. Я тут же нашла человека, который мне установит новый бойлер. Нашла мастера на Авито, и он заодно купил мне новый бойлер, установил его. Сейчас у меня стоит новый бойлер установлен. Про него уже я рассказывала в одном из своих видео. Он очень компактный, очень мне нравится. Когда я заехала в дом, здесь стояло 2 печи, одна русская. Она чисто такая, знаете, можно сказать, выполняет декоративную функцию, функцию камина, да, поскольку она сверху обложена плиткой, и она не отдает тепло. Тепло она отдает только сверху на палатях, и если вот когда вы ее зажигаете, она как от камина греет из жерла, да. И также в этой печи можно готовить, ну, как духовка она была. У меня также не было газовой духовки, я все готовила на электрической плите, когда заехала. Точнее, газовая духовка была, но она была очень старая, был очень старый газовый баллон. Я ими опасалась пользоваться, потому что, ну, проржавевшее там все, мало ли что может быть. На тот момент газа в моем доме не было проведено, и зиму я встретила в этом доме с печным отоплением. Изначально, когда я покупала дом, значит, в моем представлении, в моих романтических ожиданиях было здорово и прекрасно, если я буду топить дом печью. Для меня это казалось чем-то таким, знаете, атмосферным, уютным. Да, действительно, когда отапливаешь дом печью, это атмосферно, уютно, но если это делаешь время от времени, а не каждый день, впахивая, постоянно следя за этой печью, отвлекаясь на нее, покупая для нее дрова, возня с этими дровами. В общем, на самом деле, друзья мои, я хочу вам признаться, печное отопление – это огромный тяжелый труд. Вот этого я не знала, к сожалению. Здесь мои ожидания были, скажем так, не совсем совпадающие с реальностью, но, тем не менее, эту зиму я выстояла. Я купила 3 грузовика дров, я за эту зиму истопила. Наполовину я грелась электрическими обогревателями и тепловой пушкой, потому что ночью я не могла топить печь, а за ночь дом просто остывал. Вот когда мороз, вы днем топите печью дома тепло, все хорошо. Ночью ложитесь спать, поскольку, когда вы ложитесь спать, в печи дрова прогорают, печь остывает, дом остывает, и утром вы встаете, дома очень холодно было. Поэтому на ночь я либо включала камин, либо когда с утра вставала, я включала электрический камин, обогреватель электрический, я имею в виду.
и тепловую пушку, чтобы вот на кухне согреться, пока печь еще не растопила, дом не нагрела. Вот. Я грелась электрическими обогревателями. То есть печное отопление, оно, во-первых, не совсем комфортное, во-вторых, очень трудозатратное и очень тяжело. Это постоянно нужно смотреть за печью, нужно подкладывать в нее дрова, чтобы она не погасла. Ну, в общем, тяжело это очень, друзья. Вот. Вы знаете, тогда я не знала своего счастья, не понимала, точнее, своего счастья, потому что, когда я купила дом подготовленный к газификации. И тогда я еще думала, а может быть, мне вообще не нужен этот газ, зачем мне этот газ, какое-то газовое отопление, я вообще боюсь газа, я лучше буду топить печью. Вот у меня были такие мысли. Короче, я очень ошибалась в этом. Я тогда не знала своего счастья. Предыдущие хозяева также установили газовый котел, мне не пришлось об этом заботиться. И по дому уже была сделана отопительная система, были разведены трубы, но они были подключены к печи. То есть в печь был вмонтирован котел, в котором была вода, и вот печь, когда растапливаешь, эта вода нагревается и циркулирует по всем трубам в доме. Циркуляцию обеспечивает, конечно же, насос в трубах. Вот. На тот момент все это было у меня, и я еще тогда не понимала, что такое газовое и печное отопление, в чем разница. Так вот, за зиму я ощутила, что это за разница. И, к счастью, все я успела сделать к отопительному сезону, я уже подготовилась основательно. Теперь мой дом отапливается газовым котлом, газовый котел напольный, с автоматикой, и по дому нагретую воду в этом газовом котле разносят циркуляционный насос специальный. Кстати, мне поставили второй насос уже на тот случай, если один сломается, потому что он уже старенький, мне поставили еще один. Он новый абсолютно, он, кстати, мне нравится тем, что он не шумит, потому что если старый насос включаешь, он очень сильно шумит, такой гул создает в доме, и не совсем комфортно с ним спать. А вот новый насос, когда его включаешь, его практически не слышно, и вода достаточно хорошо циркулирует по дому, горячая. И что я хочу сказать, автоматическим газовым котлом отопление – это просто кайф, это невероятный комфорт, друзья. За ним не нужно следить, как за печью, он всегда сам регулирует температуру, он включается, подогревает воду, когда нужно, когда она остывает. Ночью не нужно вставать и следить, как за печью за ним, то есть полноценно уже обогревается мой дом. Для того, чтобы завершить все работы по газификации моего дома, мне пришлось проложить трубу от границы участка до моего дома, завести эту газовую трубу в дом, а также установить дымоходные и вентиляционные трубы. Также практически год я занималась оформлением документов на газификацию своего дома. Вот, об этом подробно я рассказываю в отдельном своем видео. Вы можете найти его на моем видеоканале. Там я более подробно детали освещаю. Все это, конечно же, обошлось мне не бесплатно. Я оплачивала проведение газовой трубы от границы участка до моего дома, заведение ее в дом. Я оплачивала установку дымоходных и вентиляционных труб. Я также оплачивала некоторую документацию за оформление, там какую-то денежку с меня брали тоже. В общем, оно стоит того, за это стоило заплатить, если честно, друзья. Сейчас вот конец сентября, и уже достаточно прохладные ночи. На следующей неделе у нас вообще обещают -3 ночью. Сейчас вот днем даже +12 всего, достаточно прохладно уже. И по ночам я уже дом отапливаю. Я когда выбирала дом, у меня даже не было мысли, что выбрать дом нужно обязательно газифицированный, чтобы там было газовое отопление. Видимо, сам Бог меня уберег от такого вот, как это сказать, экспириенса, где бы я сидела в доме с печным отоплением, без газа. Это было бы не очень хорошо, но, к счастью, вот как-то вот мне повезло. Но знаете, в чем есть провидение вот всей этой ситуации, да? Если бы я намеренно искала дом с газовым отоплением, я бы, наверное, не смогла найти такой дом, который бы одновременно был и с газом, и с печью, потому что обычно деревенские дома, там, где устанавливают газовое отопление, там всегда ломают печи. А я принципиально искала дом с русской печью, понимаете, принципиально. Вот, и для меня было важно, чтобы была обязательно русская печь.
И когда я нашла этот дом, в нем уже было 2 печи, русская и голландка. В голландке вмонтирован был котел, за счет которого отапливался дом. В общем, я рада теперь газовому отоплению, я счастлива. Так, дальше идем, дальше. Значит, зимой у меня вдруг перестал работать унитаз. Сейчас расскажу про канализационную систему в моем доме. Когда я заехала сюда, значит, здесь уже был оборудован санузел, даже ремонт какой-никакой вот в санузле в деревенском доме был. Представляете, деревенский дом со своим собственным санузлом, но это, мне кажется, шикарно просто, шикарно. Я когда это увидела, я просто была восхищена. Большинство деревенских домов, которые я смотрела, они в основном были с туалетом на улице. Однажды даже я осматривала такой деревенский дом, где был установлен унитаз прямо в шкафу. Это была смешная история, как-нибудь вам в Телеграме, может быть, о ней расскажу, напомните мне об этом. Вот. Короче, я нашла деревенский дом со своим собственным оборудованным санузлом, с водоразведением. Это просто шикарно для деревенского дома, я считаю. Как, значит, у меня устроена канализационная система в доме? На территории моего участка стоит старый погреб, и предыдущие хозяева из этого старого погреба сделали выгребную яму. Они провели туда канализационную трубу из санузла. То есть, получается, из ванны, из унитаза все сливается у меня в выгребную яму. К тому же на моем участке есть определенные особенности ландшафта. Мой дом стоит на склоне. В общем, когда канализация попадает в эту выгребную яму, она очень быстро уходит в землю. Канализационная система у меня природная, можно сказать, такая же, как и в любом деревенском доме, но по-особенному оборудована через выгребную яму вот таким вот способом. Да? Это очень комфортно, друзья. Предыдущие хозяева мне сказали, что ни разу не откачивали эту выгребную яму, поскольку там вся вода мгновенно уходит под землю. К тому же рядом с этим выгребным колодцем у меня растут 2 огромных березы, или 3, по-моему, березы. А как известно, березы очень сильно втягивают в себя воду. Это интересная особенность моего участка, чему я несказанно рада. За год жизни здесь я периодически посматривала, что там в канализационной яме происходит, да, там вода никогда не поднимается выше сливной трубы, то есть она всегда ниже уровня вот этого. То есть еще я ни разу оттуда не выкачивала ничего. И предыдущие хозяева мне сказали, что ни разу этого тоже не делали. Вот такая вот удачная у меня выгребная яма. Значит, туда, в эту выгребную яму, как я уже сказала, у меня сливается из санузла все. А слив с кухни я, кстати, переделывала, потому что он был не совсем комфортно, скажем так, и правильно сделан, потому что та вода, которая сливалась от стиральной машинки и от раковины в кухне, она вся шла под фундамент дома. Хозяева почему-то ее вывели так, что она прям вот рядом с домом, вот этот желоб, эти трубы шли, и прям под угол моего дома сливалась вся эта вода. Это, конечно же, неправильно, небезопасно. Весной этого года я сделала другую сливную канализацию для своей кухни. Значит, что было сделано? Была прокопана траншея, которая на достаточном удалении от дома находится. Была выкопана яма, туда вкопана пластиковая небольшая бочка, в которой сделаны дырки. Между землей и этой пластиковой бочкой в качестве дренажа добавлен раздробленный шифер, камни всякие, чтобы не забивалась она землей, да, чтобы был дренаж небольшой. Внизу дно этой бочки вырезано, и по краям этой бочки очень много дырок. Вода там никогда не застаивается, она тут же мгновенно уходит тоже под землю. И уже теперь у меня сливается канализация с кухни и со стиральной машинки в правильном месте. Она под землей сливается и на достаточном удалении от дома, что несказанно меня тоже радует. Это теперь гораздо лучше, чем когда эта вода вся сливалась под фундамент дома. Зимой у меня случился коллапс, вдруг перестал хорошо смываться унитаз. То есть он просто накапливал воду и плохо смывал. Сначала мы с сантехником подумали, что что-то со сливной трубой случилось. Но когда я туда заглянула, там все было нормально, сантехник тоже проверил, вроде слив работает, но с самим унитазом что-то не то было. Он был настолько старенький, что там плохо все проходило. В общем, я купила новый унитаз, который отлично теперь все смывает. Что по электричеству?
у меня изменилось за этот год? Значит, как я уже сказала, когда я заехала в этот дом, и первое, что я сделала, я вызвала электрика, который посмотрел все электрические узлы в доме, обезопасил их, чтобы все было нормально и безопасно. Также я установила новых розеток много по дому, чтобы мне было удобно, потому что некоторые вообще абсолютно были неисправные. Также я поставила 2 новых люстры в спальню новую, в прихожую поставила люстру временную, правда, мне она не особо нравится, я буду ее менять, со временем я ее поменяю. Ну, на первое время пока пускай такая постоит. Также в этом году я сделала очень большую работу по смене электричества в своем доме. Что я имею в виду? У меня было проведено 5 киловатт электричества, и периодически моя машинка стиральная, она не тянула. Для нее не хватало электричества, иногда она вставала и просто говорила: мне не хватает электричества, чтобы стирать. Это происходило тогда, когда на моей линии предыдущие дома включали очень много электричества, особенно зимой это происходило, да, когда все включают обогреватели, всевозможные бойлеры у всех работают. Вот, в общем, мне не хватало электричества, и в этом году я провела 3 фазы. Была сделана огромная работа, проведена линия трехфазная специально к моему дому, чтобы у меня было 15 киловатт этого электричества. И, кстати, еще мне не доделали эту работу, она еще в процессе, еще будут убирать аварийный столб, на котором закреплено электричество 5 киловаттное. Его будут убирать и вешать на тот столб, на новый, который сейчас мне установили для трехфазного электричества, для вот этого кабеля трехфазного. Также на внешнюю часть дома мне сделали электрическую розетку. Это очень удобно. Теперь благодаря этой электрической розетке я могу на своем новом крыльце печь вафли прямо на улице. Как терраса такая небольшая получилась с мини-кухней у меня. То есть можно подключать к розетке вафельницу, заряжать телефоны, работать на вот этом крыльце небольшом, крыльце-террасе, да. Также на дом я повесила фонарь с датчиком движения, который включается автоматически. Это очень удобно, особенно когда подходишь к дому. Вот ты приехал, подходишь к дому, очень темно возле дома, и этот фонарь автоматически включается. Очень удобно. В общем, даже когда я пытаюсь найти кошек, и не могу их найти, и жду, когда они придут к моему дому, когда вечером уже поздно, темно, как только зажигается фонарь возле дома, я понимаю, что где-то здесь бегают мои кошки, нужно выходить и запускать их в дом. Вот. Такой вот комфорт. В плане электричества мне еще сделали новый счетчик, повесили его на опору LED. У меня теперь новый счетчик с пультом управления, как у всех. А раньше был старый, который, кстати, наладан дышал и в итоге сдох. Мне пришлось вызывать людей, которые его опломбируют опять. И когда умирает счетчик электричества в доме, его пломбируют и считают по среднему показателю. В общем, у меня был старый счетчик деревенский, наверное, еще со времен постройки этого дома. Вот, теперь, слава богу, у меня новый счетчик. Я этому рада. Также я кое-что переделала в отопительной системе, несмотря на то, что она уже была здесь сделана, да. То, во-первых, я поставила еще один насос. У меня теперь есть новый запасной насос, и на тот случай, если сломается старый. Также я установила для своей отопительной системы новый расширительный бачок. Старый расширительный бачок у меня стоял на чердаке, на крыше, и зимой он замерзал, друзья. Это был АТАС. Вот когда замерзает расширительный бачок, по трубам вода, короче, сбой какой-то случается. Я не знаю вот этих всех тонкостей инженерных, но когда замерзал бачок зимой в морозы на крыше, на чердаке, да, там чердак не утеплен, там практически как на улице, у меня очень все было плохо с циркуляцией воды в отопительной системе. Поэтому я установила новый расширительный бачок, в котором, кстати, видно, какое давление в отопительной системе. Можно это отслеживать и регулировать. А до этого нельзя было это делать. То есть чисто интуитивно там можно было определить, много там воды в отопительной системе, достаточно ли ее или недостаточно. Вот, теперь я по датчику могу отслеживать, какое давление в отопительной системе. Вот, и расширительный бачок на этот раз я поставила в доме. Он у меня теперь находится в доме, он не будет замерзать, слава богу. Также я добавила еще один радиатор в тот угол, где у меня было особенно холодно. Дело в том, что там у меня
дверь во двор находится, и от нее очень сильно всегда сифонило, и в морозы под этой дверью замерзали все водоразводящие трубы, в том числе отопительная труба, которая вела горячую воду к полотенцесушителю в санузел. И в итоге у меня практически всю зиму был холодным санузел. Там практически невозможно было находиться. Я отапливала его тепловой пушкой, когда замерзала в морозы вода в отопительной системе. Вот в этом углу теперь у меня там стоит радиатор. И к тому же мне переделали эту отопительную трубу, ее чуть-чуть отодвинули от стены, чтобы она в углу там где сильно сифонит по полу, чтобы она там не замерзала. Ее сделали чуть ближе. И также мне водоразводящие трубы подняли наверх, чтобы они тоже внизу не замерзали в этом месте. К тому же эту дверь, которая ведет во двор, мне теперь заколотили. Ее вроде бы как утеплили. Я не знаю, как будет зимой, посмотрим, будет ли холодно оттуда или нет. Но там, кстати, нужно еще провести кое-какие косметические работы, чтобы это более-менее смотрелось красиво. Поэтому вот эту черновую недоделанную работу я вам показывать не буду. Просто скажу, что теперь у меня вход во двор находится на улице. С улицы я могу во двор войти, а из дома во двор я войти не могу. И слава богу, потому что там была очень высокая лестница, по которой было очень тяжело подниматься, и таскать дрова было тяжело. Кстати, на участке этой весной я нашла еще одно строение у себя. Это бывший амбар. Если вы знаете деревенскую культуру, да, раньше строили в деревнях рядом с домами маленькие такие домики по типу баньки, амбар, где хранили зерно и так далее. В общем, к этому амбару пристроен небольшой такой сарайчик, и там я сделала себе дровник. Там у меня теперь хранятся дрова для русской печи. И также я запаслась дровами и для бани. Для бани у меня очень много дров. Кстати, я их не покупала. Все эти дрова – это дрова со спиленных деревьев, которые были спилены на участке сухие. Да. Так что на эту зиму я запаслась дровами тоже основательно, даже несмотря на то, что у меня газовое отопление, все-таки у меня есть русская печь, у меня есть баня. Дрова, конечно, зимой пригодятся. Для бани так точно, а русскую печь я буду периодически для атмосферы топить в качестве камина, готовить в ней что-то, если взгрустнется. Кстати, в русской печи получаются очень вкусные каши, блюда. Ну, в общем, я не знаю, как вам описать разницу готовки в газовой духовке и в русской печи. Это, конечно же, огромная разница. Для праздничных блюд, для атмосферы русской печи, конечно же, это просто кайф. Так, как я уже сказала, я отремонтировала забор. Когда я заехала в этот дом, забор здесь был, мягко говоря, на соплях весь, держался. Вот-вот, прям вот он был готов уже упасть. У меня забор частично из профлиста и частично из сетки рабицы. То есть часть участка огорожена забором из профлиста. Эта часть, она тоже вот у меня наклонилась в одну сторону и вот-вот готова была уже упасть. И поэтому мне пришлось ремонтировать ее. Также этой весной я отремонтировала ту часть забора, которая у меня упала прошлой осенью. И была огромная дыра. Можно было заходить на участок всем, кому не попадя. И зайцам, и волкам, и лисам, и даже каким-то, наверное, нехорошим людям. Но теперь эта часть у меня огорожена сеткой рабицы новой. Я покупала 30 метров, по-моему. Да, у меня там сетка рабицы, и теперь новая там стоит. Также мне зимой пришлось отремонтировать ворота, которые тоже из профлиста. Потому что когда мне завозили дрова на участок, вот зимой я их туда-сюда открывала, эти ворота. В итоге однажды я открыла одну створку, и она осталась у меня в руках. Поэтому пришлось срочно вызывать сварщика и ремонтировать ворота на свой участок. Да. Часть забора, кстати, у меня еще из дерева, деревянная есть у меня часть забора. У меня такой сборный забор, понимаете, как конструктор. Где-то профлист, где-то сетка рабица, где-то деревянный. В общем, очень специфически у меня огорожен участок. Кстати, передняя часть участка, которая обращена к улице, у меня как раз-таки огорожена профлистом. И это очень комфортно. Почему? Потому что очень много машин ездят. Вот здесь у меня рядом с домом проходит дорога, да, где поворачивает очень много машин. Очень комфортно, когда ты находишься за забором и не видно, что происходит на твоем участке.
В общем, мне комфортно, мне нравится. Про новое крыльцо я вам хотела рассказать, да. Новое крыльцо у меня теперь. Значит, когда я заехала в этот дом, перед верандой все было залито бетоном, была бетонная такая ступенька, все было разбито абсолютно, там уже начала расти трава. Не очень все это выглядело красиво, скажем так, и неаккуратно. Я решила построить там крыльцо деревянное. Знаете, когда я прошлой осенью каталась на велосипеде, заехала в одну деревеньку, и там я увидела такое, знаете, типа помоста, как это, подиум, помост, как это называется, я не знаю. В общем, классная штука, которую строят в корейских деревнях обычно, в корейских, в японских, такие высокие помосты, знаете, где люди, там они едят, ну что-то типа крыльца у них, да, у них такое вот делают. В общем, я вдохновилась вот этой штукой и решила сделать себе новое крыльцо. Крыльцо-террас. Получилась часть. Отчасти это как терраса, отчасти как крыльцо. Изначально я планировала сделать эту террасу-крыльцо из террасной доски, но в итоге, во-первых, она оказалась очень дорогой, эта террасная доска, а во-вторых, ее было сложновато транспортировать до моей деревни. То есть за доставку выходило прилично денег. Вот. Поэтому я так подумала, дерево дешевле, и к тому же деревообрабатывающие различные компании находятся очень на близком расстоянии от меня, и доставка мне обошлась совсем недорого. Вот, в итоге я купила дерево, и у меня теперь деревянная терраса, деревянное крыльцо, на котором я наслаждаюсь по утрам, пью чай, занимаюсь йогой. Вот сейчас, к сожалению, холодно, я только чаи там пью по утрам, закутавшись во что-нибудь теплое. Вот, ну а летом я там еще и йогой занимаюсь. Это крыльцо я сделала с пандусом специально, намеренно, потому что у меня на веранде хранится тачка садовая тележка и велосипед. Очень удобно завозить этот садовый инвентарь и велосипед теперь мне на веранду. А также я рада этому пандусу. Знаете почему? Потому что зимой, когда я заказывала дрова для растопки печи, да, мне приходилось их таскать в дом. Тогда я помню, когда был этот бетонный вот эта вот ступенька, через которую я таскала все эти дрова, это было просто, ну как вам сказать, было очень тяжело, мягко говоря. Поэтому этому пандусу я очень рада на своем новом крыльце. Эти деревянные доски, с которыми построено мое новое крыльцо, они покрыты теперь лаком, 2 слоя я покрывала, да, и отшлифованы и покрыты лаком. Яхным лаком. Не знаю, как себя он поведет. Будет еще зима, сезон дождей, сезон зимний и сезон весенний. Посмотрим, что там дальше будет. Но в любом случае, я даже уже рада тому, что есть по сравнению с тем, что было. Это просто, мне кажется, шикарно. Новому крыльцу я очень рада. Я вам уже его показывала в своих видео. Можете посмотреть. У меня даже есть отдельное видео про это крыльцо. Также я установила замок новый на дверь, да, на входную. И это отдельная история с замком, конечно. Вы знаете, когда я заехала в этот дом, замок был уже установлен на двери, да, но, видимо, он был то ли старый, то ли еще что-то. В общем, в какой-то момент осенью прошлой у меня этот замок заел, сломался, и я даже не могла вытащить оттуда ключ. Входную дверь я не могла закрыть и открыть, и вытащить этот ключ. Короче, это было, конечно, очень неприятно, и мне пришлось искать мастера, который мне сменит этот замок. Мастера я искала в ближайшей округе, к сожалению, никого не нашла, поэтому мне пришлось искать в городе, аж за 100 километров отсюда мастера. И нашелся человек, который согласился приехать в такую даль и отремонтировать и врезать мне новый замок. И стоило мне это очень больших денег, поскольку замочных мастеров здесь у нас в округе не было. Пришлось вызывать их из города. А в городе, как вы понимаете, чтобы сюда приехать, это нужно потратить много бензина, много времени. Короче, замок у меня теперь новый на двери, слава богу. Я покрасила, кстати, входную дверь, чтобы она была красивой, но в будущем я ее планирую поменять, конечно же. Когда я сюда заехала, здесь стояла старая стиральная машинка, у которой отвалилась дверца, и она практически не стирала. То есть она делала несколько оборотов и останавливалась, потом делала несколько оборотов и останавливалась. Я купила другую бэушную машинку, она мне проработала полгода и тоже сказала адью, пока. В итоге я нашла еще одну бэушную машинку,
но она намного лучше, она практически новая, она, кстати, самсунговская. Я очень люблю вот эту компанию Samsung, у меня все телефоны, ноутбук Samsung, я вся такая в Samsung. Короче, у меня стиральная машинка тоже Samsung, и я очень этому рада, и она, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, очень хорошо сейчас работает. Кстати, когда я заехала в доме, как вы понимаете, у меня на кухне очень большие широкие окна. И когда наступает ночь, включаешь свет, и ты находишься как в аквариуме. Тебя видно со всех сторон, большие окна. Это не очень комфортно, поэтому первое, что я сделала, это заказала временные такие жалюзи на Wildberries. Знаете, они из такого какого-то материала, это же я сейчас не вспомню, это не бумага и в то же время не ткань. Наполовину они пластиковые, но не как ткань на ощупь, да, но похоже этот материал на спанбоб, короче, которым покрывают эти грядки. В общем, что я хочу сказать, эти жалюзи, они достаточно хорошие, вместо занавесок у меня там сейчас висят, но они временные, со временем я туда повешу нормальные жалюзи, там сделаю. Ночью, если смотреть в горящие окна дома, все прекрасно загорожено, ничего не видно, очень все красиво смотрится. Кухонный стол я новый купила, друзья. Когда заехала в дом, помните, у меня первое видео, и там стол во всю кухню. Он где-то 3 или 4 метра длиной у меня был и 1,5 шириной. Вы представляете, сколько он места у меня на кухне занимал? Это был таз просто. Ну, я на этот стол, поскольку у меня нет еще пока кухонного гарнитура, я сваливала всю кухонную утварь, у меня там вечно был бардак и хлам. В общем, от этого стола в итоге я все-таки избавилась. Вот, и купила новый маленький комфортный кухонный столик, в котором есть и выдвижной ящик для кухонных приборов. К слову, старый вот этот стол, он был самопальным, самодельным, не отшлифованным, то есть постоянно цеплялась скатерть за него, затяжки оставляла на скатерти этот стол, я постоянно об него ранилась, занозы оставляла. То есть и он еще не очень хорошо сколочен был, он постоянно шатался, знаете, такой огромный стол, он шатался, представляете? Было очень неудобно. В общем, я купила новый маленький комфортный столик, он раскладной, его можно разложить, сложить, мне вполне его хватает. И работаю я там, и кушаю, вот, очень мне нравится белый маленький столик. Друзья, об изменениях в своей спальне я вам уже вкратце рассказала, теперь покажу. Вот это комод, который я купила, сюда удобно складывать различные мелочи, там носки всякие и так далее. На комоде я, конечно же, все украсила, поставила свою любимую картину, свечи, вазу с осенним букетом. Ну и картины повесила над этим комодом. Стену я тут тоже покрасила в белый цвет. Вот, получилось достаточно красиво, атмосферно, мне очень нравится. Также в спальне я повесила шторы зеленого цвета, мои любимые. И повесила полку над кроватью книжную. Там я храню свои любимые книги, которые читаю периодически. Также мою спальню украшает вот такая вот люстра в виде цветка. Цветок шиповника или розы, это я уже не знаю, но очень красиво, атмосферно смотрится. Еще в спальню я постелила белый линолеум с текстурой дерева, вот такой вот он. Вот, в общем-то, небольшой такой косметический ремонт вышел в моей спальне. Мне вполне все очень нравится. Немного расскажу о своем участке, что я сделала за этот сезон. Здесь хочу вам показать атмосферную лавочку, которая была установлена рядом с огородом под большой раскидистой яблоней. На ней очень удобно отдыхать, когда устаешь от работ на огороде. В общем, она мне очень нравится. Я здесь даже иногда работаю на своем ноутбуке. Сажусь прямо на землю, и вместо стола у меня вот эта лавочка получается. Кстати, несмотря на заморозки и снег в мае, у меня все-таки случился небольшой урожай яблок на участке. Хотя я опасалась, что его совсем не будет, но тем не менее яблоки все же у меня есть. Из яблок я успела напечь шарлотки, навыжимать сока, яблочный жмых я, кстати, тоже заморозила, буду выпечку зимой из него делать. В общем, несмотря на большое количество спиленных деревьев и заморозки в мае, урожай яблок у меня все-таки случился. Удивительное дело. И, кстати, груши у меня тоже есть в этом году. Немного, правда, но есть.
Кстати, все спиленные деревья теперь у меня сложены в конец участка возле забора, и я периодически достаю оттуда хворост для растопки бани, для растопки печи. Хвороста получилось очень-очень много, мне кажется, его хватит на долгие-долгие годы. И хочу сказать, что в следующем году мне предстоит еще уборка некоторых сухих деревьев, и также я буду спиливать сухие ветки. Я сделала 3 высоких грядки, 4 высокие грядки. 3 грядки у меня из шифера сделаны высокие, и одна из покупного какого-то материала, металла это или еще что-то, я не помню. В общем, 4 грядки у меня высоких, и не простых, а компостные это грядки, и на них очень все бомбически растет. Одна только брокколи, капуста там вымахала больше метра высотой. В общем, в этом году урожай у меня вырос достаточно большой, выросло много помидоров, огурцов, болгарского перца. Мы с мамой сделали много заготовок, также я много овощей разных заморозила. У меня выросла кукуруза, брокколи, картошка, морковка, свекла, тыквы, кабачки. В общем, сейчас всего не вспомню. Подробно я делюсь фотографиями своего урожая в своем телеграм-канале. Там я показываю, сколько всего и что именно у меня растет на участке. Поэтому проходите по ссылке под этим видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там практически каждый день пощу какие-нибудь фотографии, делаю записи, делюсь коротенькими видео. В общем, не теряйте меня, я там постоянно в телеграм-канале. Ссылку на мой телеграм-канал вы найдете под этим видео. Там я делюсь подробно всем тем, чем не успеваю делиться вот в таких вот длинных видеороликах. Также на участке я уже показывала весной вам, да, я высадила новые деревья. Всегда у меня была мечта, чтобы у меня на участке росла черешня. Я купила 2 черешни этой весной, посадила 2 молоденьких деревца. Трехлетки они. Одна черешня черная ленинградская, вторая желтая, не помню сорт. В общем, рядом я их посадила. Также я посадила шелковицу, 2 шелковицы. Значит, одна у меня штамбовая шелковица, вторая обычная. Вот, обычная, был маленький такой росточек, и он сейчас вымахал, наверное, метр высотой уже у него. Также я посадила грецкий орех, у меня уже он разросся достаточно хорошо. Он небольшой, маленький, но у него очень много веточек появилось. Я посадила еще чернику или голубику, я не помню, какая-то ягода у меня растет в конце участка. Правда, в этом году не было урожая там, но мне сказали, что к нему нужно купить парный куст. Буду в следующем году покупать парный куст для голубики. По-моему, голубика это или черника, я уже не помню. В общем, парный куст буду покупать, чтобы у меня еще была эта ягода. Я сажала весной розы. К сожалению, у меня выжило только 2 кустика. Одна роза очень хорошо разрослась, такого кремового цвета. Я вам периодически показываю в своих видео. Вот. И, слава богу, она выжила. У меня теперь одна роза растет. Также я сажала тюльпаны. У меня цвели тюльпаны это весной уже. Вот. Вдоль забора уже отремонтированного я сажаю уже, знаете, другие такие цветы. У меня мама какие-то привезла, мы какие-то этой осенью уже посадили. Я уже не запоминаю. У меня мама что-то на участке тоже какие-то цветы сажает. Но я сторонник тюльпанов и роз. Мне вот больше всего нравятся эти цветы. Я их буду размножать на своем участке как можно больше у меня их будет. Также я посадила кое-какие кустарники плодовые. По-моему, крыжовник без колючек я посадила. Прошлой осенью он у меня прижился. Этой осенью мы с мамой еще 2 куста черной смородины посадили. Также я пыталась сажать ремонтантную малину. Заказывала на Wildberries 1 кустик. У меня, к сожалению, не прижился. Надо будет другую ремонтантную малину покупать. Хотя малина у меня растет на участке, но она мелкая. А также у меня на участке растет и красная, и черная смородина, крыжовник. А еще вот пока записывала это видео, вспомнила, что, оказывается, у меня еще вырос горох в этом сезоне. В общем, вспоминаю, пытаюсь все запихнуть в видео, все, что я вспомнила. В общем, подписывайтесь на телеграм, там все подробно. Также я посадила очень много клубники.
сортовой, разной. В этом году она дала еще такой небольшой урожай, поскольку еще только приживалась, но в следующем году, я думаю, будет очень много уже таких крупных ягод. К тому же у меня на участке растет клубника старого какого-то сорта, видимо, оставшийся от первых хозяев этого дома. Она хоть и мелкая, но очень ароматная, сладкая, вкусная. И этот сорт я не хочу убирать, пускай будет, пускай растет, и его тоже я буду кушать. И вот, пожалуй, все, друзья. Я вам рассказала максимально все, что только смогла, поделилась впечатлениями своими. Ну, я считаю, я проделала огромную просто работу за этот год. У меня, конечно же, еще много планов, что нужно сделать в этом доме. Я о них пока рассказывать не буду. Я буду лучше вам рассказывать тогда, когда уже все это сделаю. Так будет намного интереснее. Также, что еще хотела сказать вам, друзья, как вы, наверное, уже заметили, на моем видеоканале стали выходить очень редко длинные видео. Я решила делать больше таких маленьких, коротеньких, вертикальных видео, где я буду рассказывать вам более подробно истории какие-то, которые со мной тут происходят. В общем, за короткий срок я могу сделать этот видеоролик и рассказать в нем много, показать в нем, и вы быстро его посмотрите, и сэкономится и ваше, и мое время. Вот, это будет намного интереснее. Мне кажется, такой стиль ведения блога, он сейчас намного комфортнее и популярнее, кстати. А длинные видео я тоже буду делать, я буду тоже их выпускать периодически, но они будут у меня теперь появляться на видеоканале намного реже, чем раньше. Раньше я делала каждую неделю одно большое длинное видео, вот. Сейчас же я так переосмыслила немного свои временные затраты. Сил, в общем, я трачу очень много на создание вот таких длинных, больших видеороликов, очень много времени. И я думаю, будет очень более рационально, если я буду выпускать пореже такие большие видео на какие-нибудь интересные темы, которые буду освещать в своем блоге, да. Они будут уже более тематические, более интересные, более наполненные, хоть и редко будут выходить, но будут более интересными, вот как это видео, да. А текущую какую-то рутину я буду снимать в коротких видеороликах, чтобы не терять с вами связь, я постоянно с вами. Не теряйте меня, у меня немножко теперь изменился формат ведения моего блога, да. Оставайтесь со мной. Видео длинные будут, но они будут реже, вертикальные видео будут теперь выходить почаще, маленькие, короткие. Вот, все, что я хотела, пожалуй, сказать. Не забывайте про меня, подписывайтесь на мой видеоканал. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.